Друзья, Лавров жестко высказался, но в принципе кто-то должен когда-то. Это news.ru публикует, РФ отвергает обвинения в передаче разведданных Ирану. Он говорит, мы не передавали. И все. Вот так. Что еще он сказал? Ну и все, как бы, да, то есть вот такая новость. Это не мы. Вот так. Это не я. И палец ладошки на то. Он молодец. Вот я сильный человек. Он конкретно. Все говорят, что надо что-то делать, потому что приезжают цифры страшные преступления против несовершеннолетних со стороны, да, вот это, радикалов из ближнего зарубежья, другой культуры и веры. И Лавров такой говорит, что нецелесообразно что-то делать с границей. Приезжают, типа, и нормально. И все таки о-о-о. Вот, ну так все очень удивились, я так помню, вот такой резонанс вызвало. А сейчас он что говорит? Он говорит, разведданные мы не передавали. Вот не передавали. Вот так. Кстати, вот на самом деле, если подойти, мне кажется, всерьез к этому вопросу, то ведь понятие «передавали», оно ведь может восприниматься по-разному. Понимаете, если ты встроен в цепочку иерархическую, то есть, например, кто-то нашел и какие-то документы и говорит, отдай Лаврову, он передаст Ирану. Понимаете? Когда есть цепочка, когда ты можешь, там, ну, сателлиты, там, да, какие-то государства, ну, которые не имеют немножко своей точки зрения. Я как пример сейчас привожу, чтобы никого не обидеть, так что никаких конкретно не называю. Ну, вот кто-то просто вот говорит, там, дай он этот самый, да, там, какому-нибудь товарищу, там у него он помощница танцует, вот рядом с танцующей там тетка пожилая, рядом с ней, значит, глухой, а музыкант, там, Фадей, например, ну, какой-то придуманный, случайно, если совпадение, если случайно, какой-то Фадей, он глухой, он хорошо музыку пишет, ему помогает, значит, танцующая барышня, они все занимаются международными отношениями, ну, какой-то тумба-юмба, я уж даже не знаю, такую картину нарисовал, такой, наверное, быть не может, вот, и у них вот во всей этой тусовке, там вот это самое вытянутое лицо, он передаст. Ты ему дай, он передаст тому, кому надо. Все. Понятно? Я еще раз, смотрите, если какое-то государство само что-то нашло, само что-то добыло, и в интересах политической, стратегической игры, может быть, до каких-то завоевания новых сфер влияния, да, что-то кому-то передал. Это совсем другое. Больше того, за это ты что-то в ответ получить должен. То есть это выгодно должно быть. А вы передавали или не передали? Это как на вокзале. Вы вагон прицепляли или не прицепляли? Что это такое-то вообще? Вообще это он не должен отчитываться, если бы это была отдельная страна. И вот надо уточнить. Либо он просто работает на Иран, и сейчас плачет, у него с одного глаза все время течет по Хаминеи, допустим. А он такой, мы не успели передать-то. Мы тыкаем, а там не принимают. Там, значит, в тех канцеляриях там уже посложнее, значит, почта идет. Не доходит туда письма, может быть так. Да? Я еще раз, надо уточнять. Либо ты встроен в цепочку, и ты просто работаешь на этот Иран, либо ты отдельное государство, тогда какой-то странный вопрос. Может, передавали, мог бы ухмыльнуться, так, хотели, передавали, а хотели, не передавали. Чего он оправдывается? Он вообще не обязан ничего отвечать, если у него суверенное государство. А если он сотрудник Хаминеи, у которого сейчас большая трагедия, потому что... Вот, то он такой, мы еще не передали. Сломался конвейер. Да, то есть такое ощущение, что оправдание какое-то такое. Мы не передавали. Что он это? Говори нормально, да? Так, сказать, давай. Все. Дальше же барышня, перестаньте танцевать и давайте нормально нам объяснять. И поехали, значит, что происходит. Что еще сказал глава МИД? Что он там еще сказал-то? Мы с этим-то я вот не понял вообще, что он там сказал. Россия, значит, в интервью французскому телевидению. Агрессия, говорит, США против Ирана в момент переговоров вызывает вопросы к Вашингтону. Против Ирана в момент переговоров. Каких переговоров? А его какое дело? Это же другая страна. Я просто, у него вызывает, так задай вопрос. Так, Вашингтон, у меня вопрос. У кого? Вон там из тусовки у него вопрос есть, да? Давай. Вопросы задавать будет или нет? США говорят, что, еще раз, это я могу сказать, вызывает вопрос. И то я всегда, когда расследование делаю, какого-то делаю, когда я говорю, что вызывает вопрос, я про эти вопросы уже раз 50 скажу. Это такая форма, даже там это true crime или еще что-то. Ты как бы, твой зритель должен понять уже, о каких вопросах. Это вызывает вопросы. Каких переговоров? С кем переговоры? Никакого уточнения. Это вызывает вопросами. Так может у тебя вообще все вопросы вызывает. Может у тебя уже возрастное. Ты уже... А как домой вернуться? Может у тебя вопросы вызывает, да? Там, иногда люди в возрасте, они могут заблудиться. Забывают дорогу. Поэтому я же не знаю, какое количество у него вопросов-то. Как у Долиной, может тоже Долина говорит, денег нету. Хлоп, на следующий день она в элитной гостинице в Дубае. Забыла, что денег нету. Возраст, понимаете, забыла. США говорят, что хотят забрать себе газопроводы Северный поток и Северный поток-2. Хотят забрать. Вот так. С кем он разговаривает? Там французские журналисты, наверное, такие говорят, как интересно, а кто же вам это говорит-то все?
все знают координаты американских военных баз. В Персидском заливе. Неудивительно, что Иран их атакует. То есть, не очень я понял. То есть, если все знают, а почему Иран атакует? А почему все не атакуют-то? Я просто как-то, он говорит, неудивительно. Ну и что? Все знают, где американские военные базы на территории Соединенных Штатов Америки. А туда почему не атакуют? Я к чему? К тому, что как-то я за него должен додумать. Вот меня раньше в коммунистах это раздражало. Они что-то ляпнут, и ты должен за него и додумать, и о чем он говорил, и как-то сам развить. Но это же не коммунист, да, я, кстати, не знаю. У меня просто к коммунисту такое отношение. Ну, они мне надоели. Они все время, из советской страны коммунисты там все тырили, все только могли, бестолковые. И все время они ждут, что за них. А если у них что-то не получается, я хотел как лучше у них все время. Ты хочешь сказать, слушай, значит, давай. Значит, Москва неоднократно, вот так же он говорит, неоднократно посылала США сигнал о целесообразности запуска диалога. Сигнал посылал. Ничего себе, как она его посылала-то? Каким образом? А там знали, что это сигнал-то? Может, там Трамп говорит такой, что за звук такой? Кто-то в стену, это азбука Мороза стучит, понимаете, его отвлекают, ну что за жужжачий какой-то звук. А вот этот шлепающий неприличный напоминает, значит, сайты для взрослых, это шпионка, не обращать внимания. А вот тот-то вот жужжащий, это сигнал. Слушайте, может они там, мне кажется, они наш язык не понимают, мне кажется, они отстают от современных технологий. Это страшное дело. Отличие ситуации на Украине и в Иране в том, что Тегеран не нарушал международных обязательств. Это вообще глубоко. Гордые высказывания. Слушайте, это умный человек, я ни черта не понимаю, что он говорит. Гордые высказывания в Вашингтоне, то есть главное, ничего не разъясняет, он просто раз сказал так вот. Эти не нарушали, так эти тоже, может, ну и что? А он не говорил, что эти... Это, знаете, в советское время была такая шутка. Я море переплывал, но, правда, не переплыл. Нарушали, не нарушали, все знают, что там базы, значит, вот нормально, что они по ним бьют. А почему все остальные не бьют? У меня столько вопросов сразу. Ну, он молодец. Значит, гордые высказывания в Вашингтоне насчет убийств представителей властей Ирана сложно назвать иначе, кроме как цинизмом. Ну, цинизм хорошее качество, я не знаю, в курсе ли Лавров, да, это произошло от кинизма, то есть люди, которые за духовные ценности, против материальных ценностей, ну, то есть идеологическая работа больше. Ну, в общем, комплимент он, наверное, сделал. Возможно, в силу того, что забыл, как идти домой. Такая новость, друзья мои, что думаете со своей стороны, пишите, дополняйте, может быть, я чего-то не понял. Ну, человек он умный, я мог не понять, потому что есть вертикаль познаваемости, как говорится, мне-то куда со своими высшими и курсами литературными, онными же, дотянуться до столь прекрасных высот, так сказать, там пока, ну и так далее. Вот, так что вы меня тоже немножко, если запутался, распутайте, дорогие мои, и увидимся в следующих новостях.